И для жизни мы сразу выбрали Сиэтл. Это город в штате Вашингтон. После того, как я уже нашла работу в Амазоне, я продолжала волонтерить в некоммерческой организации Upwardly Global. И первое, чем мы были поражены, это тем, что рынок IT здесь бумировал. Рынок IT точно так же, как и рынок сервисов. Всем привет! С вами Наташа Васильева и подкаст «Сразу в президенты», где мы обсуждаем вопросы иммиграции в США и поиска работы. Первый сезон этого подкаста выходил исключительно на аудио-подкаст-площадках, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и многих других. Но со второго сезона подкаст также выходит на YouTube. И первый сезон был полностью посвящен разборам резюме, ответам на вопросы, советам для новых иммигрантов и так далее. Второй сезон больше рассказывает личные истории. И выпуски, которые уже вышли во втором сезоне, это интервью с различными людьми, которые прошли историю миграции, прошли ее успешно. Они рассказывают свои личные истории, они говорят о том, что помогло им, они дают какие-то советы, они говорят искренне и честно о том, что они сделали неправильно и что они могли бы, допустим, изменить или хотели бы изменить, если бы они повторяли свой путь. Мне очень нравятся все эти интервью, и я советую вам их посмотреть, если вам интересна эта тема. А в данном видео я хотела бы рассказать свою собственную историю, потому что когда я создавала первый сезон этого подкаста, многие спрашивали, допустим, я даю какие-то советы, и многие спрашивали, насколько я сталкивалась с этим сама, насколько я делала это сама и так далее. И на самом деле, да, не все советы, которые я даю, они основаны на моем личном опыте, потому что после иммиграции, после того, как я уже нашла работу в Амазоне, я продолжала волонтерить в некоммерческой организации Upwardly Global, которая помогла мне лично и которую я очень люблю, потому что они абсолютно бесплатно помогают новым иммигрантам устраиваться на профессиональную работу, возвращаться обратно к своей профессиональной карьере после переезда. И я немножко поговорю о них позднее, когда я буду рассказывать свою историю. То, что я хотела сказать, это то, что многие советы, которые я даю, они основаны уже на моем волонтерском опыте, на разговорах с людьми, на том, что помогло другим людям, с которыми я общалась, резюме которых я смотрела и так далее. Потому что советов много, каждому человеку помогают разные вещи, все зависит от того, что вы готовы, что вы не готовы делать, или от ваших исходных данных. Поэтому в этом видео я хотела бы остановиться исключительно на своей собственной истории. Если вам нравится, продолжайте смотреть, а также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Не буду вас больше задерживать, давайте начнем. Как я уже говорила ранее на этом канале, мы с мужем переехали в середине 2021 года по грин-карт лотерее. И на самом деле шанс победы в лотерее невелик, в зависимости от разных стран колеблется от 1 до 3%. Но если вы победитель лотереи, то на самом деле это самый легкий способ эмигрировать в Америку. Я могла бы рассказать отдельно о том, как мы проходили собеседование и прочее, во всем процессе получения грин-карты. Если вам интересно, пишите об этом в комментариях, но сейчас я скажу кратко. В 2019 году я подавала заявки на грин-карт лотерею на меня и мужа. В ноябре 2019 года мы это делали. Это был 4-й раз, когда мы играли в лотерею. И на самом деле, каждый раз, когда я играла, я делала это только потому, что это занимает 15 минут и не стоит денег. Я никогда не надеялась ни на какой успех. Мой муж вообще не верил. Он говорил, что я просто бесполезно трачу время. На самом деле я думала примерно так же, но я думала, почему бы и не потратить эти 15 минут, это не так много. И в 2020 году, в мае, мы узнали, что мы выиграли, мы были в абсолютном шоке, я не ожидала этого никак. В тот момент мы жили в Литве и собирались продолжать жить в Европе, но судьба распорядилась иначе, и мы решили, что если нам подвернулся такой шанс, надо обязательно ехать. Плюс мы всегда хотели эмигрировать в США, нам нравилась эта страна, единственное, мы думали, что это намного более сложный путь эмиграции для нас лично, чем Европа. Но выиграв грин-карт лотерею, мы решили, что мы точно едем. Это было немножко сложно, потому что был ковид,
ковид, и въезд был закрыт из европейских стран довольно продолжительное время, поэтому мы немножко намучились с тем, чтобы нам, в принципе, назначили интервью, а потом, чтобы у нас была возможность въехать в Америку из Европы. Но, по-моему, в мае 2021 года мы получили свои визы, и в начале июля 2021 года мы приехали в Америку. И для жизни мы сразу выбрали Сиэтл. Это город в штате Вашингтон. Это северо-западная часть США, побережье Тихоокеанское, прямо на границе с Канадой, Британской Колумбией. И почему мы выбрали этот штат? Я в тот момент работала финансовым аналитиком с хедж-фондами, с британскими хедж-фондами. Это то, чем я занималась в Литве 6,5 лет. И план наш был такой, что на момент, когда мы переезжаем, я еще продолжаю работать со своими старыми клиентами, чтобы у нас была какая-то подушка безопасности, а муж, соответственно, переезжал без работы, и его идея была искать работу на месте. Выбирали Тихоокеанское побережье мы по часовому поясу в первую очередь, потому что мне, работая с моими европейскими клиентами, и еще плюс я анализировала китайские рынки, часовой пояс был чуть более удобный, тихоокеанский, потому что мне приходилось работать вечером, поздно вечером, а не посредине ночи, как было бы на восточном побережье. Что тоже было неудобно, но хоть как-то. Поэтому я сразу сказала, что мне удобнее будет Тихоокеанское побережье, а мой муж выбирал конкретное место. Ну и по сути выбирали мы из Калифорнии и Сиэтла, потому что это такие два тех-хаба больших. И мой муж работает в IT, он работает проект-менеджером. И я, соответственно, я работала финансовым аналитиком, но последние 2 года я занималась аналитикой данных. Я знаю SQL или SQL. Это язык, который используется для получения данных из баз данных. И я программировала немножко на Python, и это то, куда я хотела уйти. То есть я хотела уйти в IT, в аналитику данных. И поэтому мы выбирали, по сути, из Калифорнии и Сиэтла. И мой муж всегда говорит, что он выбрал Сиэтл, потому что он поиграл в игру Last of Us 2, которая как раз очень большая часть игры происходит в Сиэтле. Ему очень понравилось. Ему понравился сам город, ему понравилась природа. Природа в штате Вашингтон просто обалденная. У нас здесь есть горы, залив, океан, острова. Если проехать вглубь штата на восток, там будет пустыни и каньоны. Штат очень разнообразный, очень красивый, и это то, что нравилось моему мужу. Но еще одной причиной, почему мы не выбрали Калифорнию, была цена. То есть мы в тот момент думали, что Сиэтл чуть дешевле Калифорнии, и в плане цен на недвижимость мы были правы. То есть, допустим, снимать, арендовать недвижимость или покупать недвижимость здесь дешевле. Все еще значительно дешевле, чем в Калифорнии. Мы думали, что и жизнь здесь дешевле, но когда мы приехали, мы поняли, что нет. За время ковида, за время пандемии цены здесь сильно выросли, поэтому жизнь, все остальное, кроме недвижимости, здесь стоит не дешевле, чем в Калифорнии. Что-то может даже стоить дороже, чему мы были удивлены, когда мы путешествовали в Калифорнию. Но таким образом мы летом, в июле 2021 года приехали в Сиэтл, и первое, чем мы были поражены, это тем, что рынок IT здесь бумировал. Рынок IT точно так же, как и рынок сервисов. Потому что мы привыкли к тому, что в Европе в тот момент все еще были в каком-то спящем постпандемийном режиме. То есть компании очень вяло нанимали, очень неохотно. Все не знали, насколько вообще пандемия подходит к концу или нас ждет очередной кризис. И все это было в таком осторожном ключе. Ну и плюс Литва — это маленькая страна, где в принципе рынок работы очень маленький, поэтому по Литве сложно судить. Но насколько мы читали, в западных европейских странах ситуация была очень похожая. И мы читали, конечно, что в Америке ситуация лучше, что в Америке компании активно нанимают и прочее. Но, если честно, мы плохо себе представляли масштабы. То есть, если сравнить тот рынок, который был в 2021 году, и тот рынок, который сейчас,
Да, их очень сложно сравнивать, потому что тогда был конкретный дефицит работников. Сейчас рынок уже улучшается, потому что в конце 2022 года, начале 2023 года был конкретный кризис. Компании массово увольняли, особенно большие компании, они замораживали найм и прочее. Сейчас найм уже восстанавливается, но да, к сожалению, он все еще не на том уровне, на котором он был, когда мы приехали в 2021 году. Таким образом, в июле мы приехали, мы начали искать работу, наверное, через 2-3 недели после приезда, потому что были какие-то первичные задачи, связанные с поиском жилья арендного, каким-то обустройством, покупкой банальных вещей в дом, потому что квартиры здесь в основном сдаются без мебели, в отличие от, допустим, Европы и стран СНГ. То есть нужно съездить эту всю мебель закупить. И так далее. Какие-то вот такие базовые хлопоты по приезду заняли у нас, наверное, вот я говорю, где-то недели 2-3. И после этого мой муж начал искать работу. Я начала искать работу чуть позже. Я начала искать работу где-то в августе, потому что я узнала, что работать со своими прошлыми клиентами я больше не буду. Да, получается, на своей предыдущей работе я доработала до конца августа. Узнала я об этом в начале августа, и мне нужно было тоже, как оказалось, срочно искать работу. Что мы сделали? Мы приехали с нашими резюме, которые были до этого, плюс я, допустим, я говорила, что я 6,5 лет проработала финансовым аналитиком. Я работала в разных компаниях с разными хедж-фондами, но, по сути, люди, с которыми я работала, были примерно одни и те же. То есть люди переходили из одной компании в другую, звали меня дальше работать с ними, и примерно так это все и продолжалось. Последние 2 года я работала, это была компания, которую я создала вместе с моими партнерами, и я говорю, тусовка в течение этих 6,5 лет не менялась, поэтому как таковое интервью, допустим, я не проходила вот с момента моего трудоустройства в конце 2015 года. Поэтому я немножко была шокирована этим. Конечно, резюме свое я обновляла так или иначе, у меня было прописаны какие-то буллеты о том, что я делала эти 6,5 лет, но опыта интервью не было никакого. Соответственно, мы приехали, и мы начали искать просто людей, которые могли бы нам что-то посоветовать, и чтобы мы могли как-то помочь нам адаптироваться в новом месте. Потому что знакомых у нас не было никаких. То есть мы ехали в этот штат просто потому, что мы посмотрели, что он красивый и подходит нам по той работе, которую мы собираемся искать. Первое, что мы сделали, это мы поискали местные группы на Фейсбуке, потому что мы знали, что Facebook довольно популярен здесь. И для начала мы хотели просто найти, не друзей, а знакомых, с кем мы могли бы пообщаться, поспрашивать их, задавать какие-то бытовые вопросы, даже не только вопросы, связанные с работой, но и как-то социализироваться, адаптироваться к местной среде. Да, соответственно, я написала несколько таких постов, несколько групп о том, что мы недавно приехали, ищем друзей, хотим с кем-нибудь пообщаться, возможно, ищем советов, каких-то бытовых советов или советов по поиску работы. И вот на эти посты мне ответило довольно приличное количество людей. То есть я замечаю, что новички всем интересны. То есть когда вы уже живете там несколько лет в штате, возможно, естественно, с вами будут общаться какие-то люди, если вы сами будете инициировать это общение и так далее. Но если вы напишете, что вот вы вот-вот приехали, огромное количество людей захочет с вами пообщаться, потому что, во-первых, всем интересно пообщаться с людьми с новыми впечатлениями, а во-вторых, людям просто приятно помогать. То есть они понимают, что они были в такой же ситуации, в таком же положении, и в Америке это особенно, потому что это страна иммигрантов. Здесь очень легко найти иммигрантские какие-то чаты и группы, и они знают, что они прошли сами этот путь, они совершили какие-то ошибки, и поэтому они очень рады поделиться своим собственным опытом с другими людьми. Естественно, не все, но те, кто вам ответит, скорее всего, будут именно такими. И вот так вот мы общались, я не знаю, мне кажется, что человек, наверное, 20-30, с кем я переписывалась, и, наверное, человек
где-то от 5 до 10, с кем мы сходили на ужин, или сходили куда-то погулять, или вот продолжили общение после этого в офлайне. Все эти люди давали какие-то советы, да, вот, допустим, я помню, что одна из пар, с которыми мы общались, молодой человек проработал 10 лет в Амазоне, и он нам много рассказывал про компанию, про ее культуру и так далее. Я тогда еще не знала, что я пойду в Амазон, вообще даже не рассчитывала на это. Мне было очень интересно послушать, он рассказывал, как проводят интервью в Амазоне и в других больших технических компаниях и так далее. Рассказывал, как ему самому там работалось, о атмосфере в компании, о том, как проходит внутреннее общение. Вот. Потом еще одна пара, с которой мы общались, дала нам просто шикарный совет. Когда мы говорили, что вот мы ищем работу, они говорят, а почему вы, допустим, не скинете вот в те же самые Facebook-группы, в которых вы искали друзей, сообщение о том, что вы ищете работу? Вам люди с удовольствием помогут. И они сказали, что они сами так делали, когда они приехали, и вот они так нашли работу. Молодой человек, мне кажется, так нашел работу. И мы подумали, ну да, действительно, почему бы не попробовать? И то, что мы сделали, мы просто написали какие-то короткие сообщения из серии того, что вот мы такие-то, такие-то, недавно приехали, мы занимались такой-то работой столько-то лет, имеем такие-то навыки, вот ссылка на LinkedIn. Ну, точнее, каждый из нас написал такое сообщение. И тоже мы были шокированы тем, какой большой отклик от этого шел. То есть понятно, что были люди, которые писали какие-то странные вещи, прикалывались над нами, что мы никогда не найдем быстро какую-то профессиональную работу, что нам нужно идти работать в магазин, развозить еду. Очень смеялись то, что у нас нет еще машины своей, потому что это отрезает сразу большое количество работы, которую человек может делать и так далее. Там же зародилась вот эта фраза «только приехали и сразу в президенты», и прочие другие фразы, которые послужили названием для этого YouTube-канала. Но при этом было много людей, которые давали очень дельные советы, во-первых. А во-вторых, было очень много людей, которые писали, допустим, я работаю в такой-то компании, если вам понравятся какие-то вакансии, пишите, я готова сделать или готов сделать вам реферал. А реферал — это очень полезная вещь, потому что когда вы подаетесь в компанию через их сайт, допустим, ваше резюме прогоняется через автоматические системы, которые вычитывают ваше резюме на ключевые слова, потом ваше резюме попадает к HR тоже просматривает ваше резюме на ключевые слова, и потом только если вы проходите HR, с вами могут связаться. Однако, если сотрудник компании делает вам реферал, я не могу точно сказать, что вы можете, скипнуть, не проходить вот эти части, где вас просматривает алгоритмы HR, но ваше резюме точно приоритизируется по сравнению с резюме людей, которые просто подавались на сайте. Да, я помню, что я где-то читала статистику, что 80% людей в США, которые нашли работу, нашли ее по связям. И реферал — это, конечно, вот такой самый базовый, когда просто сотрудник компании отправляет ваше резюме на вакансию, а потом вам приходит ссылка, и вы заполняете заявку на эту вакансию. Это, конечно, такой самый простой способ нетворкинга, самый такой низкоуровневый, но все равно он может вам помочь. Вот, собственно, мы писали в эти группы, и люди откликались. То есть очень много людей, которые написали, что работают в каких-то компаниях и готовы сделать реферал. И сразу забегу вперед, на самом деле свою амазоновскую работу я нашла именно с помощью такого реферала. Причем мой реферал был не просто когда, допустим, я нашла вакансию, и человек меня через внутреннюю систему туда подал. Нет, мужчина написал мне, что, представляешь, я работаю с командой, которая ищет сейчас сотрудника, и
то, что они ищут, очень сильно совпадает с твоим LinkedIn профилем. Они искали тогда старшего финансового аналитика. Это действительно совпадало очень сильно с моим профилем, потому что у меня было 6,5 лет опыта работы в этом. Единственная проблема была в том, что я не хотела оставаться в финансах, я хотела уходить в анализ данных, и это была моя цель. Но с другой стороны, я понимаю, что у меня нет никакой работы, и здесь действительно вакансия, которая мне подходит. Плюс мужчина пишет, что он знает всю команду, он знает нанимающего менеджера и может просто отнести мое резюме ему на стол. Я сказала, конечно, да, очень хочу. Давай. И вот так он меня подал. Сейчас я немножко откручу назад и расскажу о том, что мы делали параллельно со всем этим. Когда мы приехали, мой бывший босс посоветовал мне организацию Upwardly Global. Ему ее посоветовал его друг. И это была просто необыкновенная удача, потому что это некоммерческая организация, которая помогает вот конкретно таким, как мы. Новым иммигрантам, к сожалению, только тем, у кого есть разрешение на работу, но у победителей грин-карт лотереи оно есть. И они берут только людей, которые меньше 7 лет находятся в стране. Они проводят курсы, дают менторство, помогают с нетворкингом и так далее. В общем, они делают все, чтобы позволить новому иммигранту вернуться обратно в профессиональное русло, а не работать на работах, которые здесь называют survival job, то есть которые люди делают просто потому, что им нужны деньги, которые никак не связаны с образованием и их предыдущим опытом работы. И на самом деле, с самого начала я помню, что когда мой босс поделился со мной названием этой компании, я подумала, что вряд ли это будет полезно. Если честно, я имела очень много предрассудков по поводу бесплатной помощи. Я думала, что все, что делают некоммерческие организации или в принципе все, что делается бесплатно, оно либо несет в себе какой-то обман, либо оно очень плохого качества. Вот, у меня было такое мнение до того, как я поработала с Upwardly Global. Сейчас я понимаю, что на самом деле в Америке дело обстоит иначе. В Америке очень много некоммерческих организаций, которые полезные, которые действительно помогают, и в которых я, допустим, сама с удовольствием сейчас волонтерю и помогаю, инвестирую туда свое время. Так вот, мы подались в Upwardly Global. Тогда нам очень повезло, опять же, из-за того, что иммигрантов было не так много в связи с пандемией, нас приняли практически сразу. В течение нескольких дней наши заявки приняли, обработали и нас взяли в программу. Сейчас, к сожалению, это дольше, насколько я знаю, на момент сентября или августа 2023 года время рассмотрения заявки там было уже 3 месяца. Это такой не очень приятный факт. Но как только вас берут в программу, вы проходите тест на знание языка. Да, кстати, еще одно требование, которое у них есть, это знание языка не меньше уровня intermediate. И это подтверждается, соответственно, тестом, который вы проходите. То есть, если у вас уровень языка ниже, к сожалению, придется сначала подучить язык. Но у нас проблем с языком не было, потому что все 6,5 лет, когда я работала с хедж-фондами в Литве, я работала на английском языке, поэтому боязни языка у меня не было, и уровень, в принципе, был достаточный для того, чтобы работать на языке. Нас взяли в программу после того, как мы прошли тест. Нам сделали небольшую ориентацию, и после этого они дают 2 курса, которые обязательны к прохождению, прежде чем вы проходите дальше на программу. Курсы были безумно полезные. Просто вот я не жалею ни одной минуты потраченного времени. Первый курс занимал где-то 1-1,5, второй курс занимал, мне кажется, 4-5 часов, может быть 6. То есть в общей сложности где-то, от 5 до 8 часов занимают вот эти 2 курса, но это дало нам огромный буст с самого начала. Нам очень повезло, что мы узнали об этой программе и вступили туда буквально, мне кажется, через неделю или 2 после того, как мы начали искать работу. И первый курс направлен на то, что вы пишете
черновик вашего резюме. А второй курс основан на том, что вы дорабатываете свое резюме, а также вы учитесь отвечать на самые распространенные вопросы на интервью. Вы учитесь отвечать структурно. Здесь это называется STAR или PAR Example. Смысл его в том, что STAR — это ST, это Situation Task, PAR — это P, это Problem. То есть вы описываете, какая у вас была задача, где вы в какой компании работали, какая была ваша роль и так далее. Потом дальше буква A — это Actions. То есть вы описываете, какие действия вы сделали по решению этой задачи. Первая часть, где вы описываете саму задачу и условия, в которых вы работали, на какой должности и так далее, это там буквально 2-3 предложения. То, где вы описываете свои действия, это самая большая часть. Как можно более подробно, как можно более детально вы описываете конкретные действия, которые делали конкретно вы для решения этой задачи. И последнее R — это Results. То есть вы говорите о результатах своей работы, вы, если можете, приводите какие-то цифры, там, допустим, по увеличению продуктивности, любые KPI, которые у вас были в решении этой задачи. Вы также можете сказать, допустим, если бы у вас был второй шанс, что бы вы сделали по-другому, это тоже очень ценится. Ну, не на любой вопрос можно это проговорить, но иногда можно. Вот, на этом курсе мы разбирали основные вопросы и прописывали ответы на эти вопросы, прописывали примеры из нашей прошлой работы, которые бы были хорошим ответом на эти вопросы. Это называется поведенческие вопросы. То есть в Америке интервью все делятся на технические интервью и поведенческие интервью. В основном здесь проводятся поведенческие интервью, как раз когда вас просят рассказать какой-то пример из своей предыдущей практики. Технические интервью, соответственно, просто тестируют конкретные технические навыки. Но, опять же, не все должности технические, и технические интервью, их может не быть, допустим, на должность такую, как финансовый аналитик. А может быть какой-то, скажем так, укороченный просто интервью, или вам могут, допустим, дать задачу какую-то на дом, но не спрашивать конкретно на интервью. Мне кажется, что мы переписывали резюме раза, хотелось мне сказать 2-3, но 2-3 по-крупному, вот так, чтобы с листа, с чистого. А на самом деле, мне кажется, больше 10 раз мы так или иначе переписывали интервью, пока мы пришли к тому, что оно было нормальное, оно соответствовало американскому рынку. И как мы поняли, что оно было нормальное, во-первых, Upwardly Global давали фидбэк. Когда мы прошли эти курсы, нам назначили ментора, и мы отправляли ей свое резюме, она отправляла нам обратно со своими комментариями, мы исправляли комментарии, отправляли опять ей, она опять комментировала и так далее. Плюс мы иногда отправляли наше резюме посмотреть людям, которые предлагали нам помощь в Facebook-группах. Они тоже часто советовали что-то полезное. А еще один способ, здесь есть такой сайт dice.com. Там сидит огромное количество сторонних рекрутерских агентств, которые в основном вам будут предлагать должности, которые здесь называются контракторские. То есть вы можете быть сотрудником компании, а можете работать по контракту с компанией. И вот на DICE вам в основном будут предлагать такие контракторские позиции. Но полезность DICE в том, что вы можете хорошо отслеживать, насколько у вас достойное резюме с помощью DICE, потому что когда у вас плохое резюме, вам никто не звонит. Как только ваше резюме становится хорошим, соответствующим американскому стандарту, вам сразу начинает звонить огромное количество рекрутеров с DICE. Вот таким образом мы поняли, что наше резюме было доработано. И плюс, соответственно, мы прописали вот эти примеры для прохождения интервью. И после этого я не успела на самом деле еще закончить весь этот вот 5-часовой курс до конца. То есть буквально было в течение дней, потому что мы не работали тогда, я сидела как бы весь день, только этим курсом и занималась. Меня позвали на первое интервью. Это было просто волшебно, неожиданно и очень классно. Как меня позвали на первое интервью, это была это была средняя компания по местным меркам, она называлась Raybeam, и должность была аналитик данных. Как меня туда позвали, на самом деле вообще не связано с нетворкингом, я просто подалась у них на сайте. На самом деле я подавалась очень много, я подавала там несколько десятков в день заявок на вакансии,
и перезванивали крайне редко из компаний. А тут что у них было? У них после того, как я подалась, мне сразу же автоматически пришел ответ, что если я хочу дальше проходить с ними интервью, мне необходимо пройти тест. И этот тест был на язык SQL. Соответственно, для поиска данных в базах данных. И да, я сразу же прошла этот тест. Тест был несложный. В принципе, там были просто вопросы «да-нет» на знание теории и несколько практических задач, но тоже, где были даны варианты ответа, надо было просто выбрать. Я прошла этот тест, и на следующий же день со мной связалась рекрутер, которая сказала, что я успешно прошла тест, и если я хочу, они могут назначить мне интервью. Причем она мне сказала, опять же, что для их должности очень важно знание языка SQL, поэтому первое интервью будет техническое на знание, соответственно, языка. И, если честно, тут я немножко обалдела, потому что язык я знаю, то есть тест вот этот первичный я написала, но был довольно большой продолжительный период времени, когда я не писала на этом языке, и я его подзабыла. А тут мне рекрутер назначает интервью через 3 дня. И я сижу в панике, и я думаю, я не могу отказываться, мне по-любому нужна работа, и это очень круто, и это работа, которую я хочу, но у меня есть 3 дня, и мне нужно вспомнить язык, который я плохо помню. И я спрашиваю рекрутера, что же мне делать? Точнее, я у нее спросила, может ли она мне посоветовать какие-то ресурсы для подготовки к этому интервью. И она сказала, что да, говорит, есть определенные сайты, в которых есть типовые задачи на SQL. Вот, например, сайт HackerRank, hackerrank.com. Она мне скидывает этот сайт, говоря, что это просто пример, я могу проходить также решать задачи на любых других сайтах, чтобы подготовиться к этому интервью. И я сижу 3 дня безвылазно. Я помню, что на этом сайте было около 60 задач. Наверное, где-то, допустим, там штук 30 было легких, там штук 20 средних и штук 10 тяжелых. И за 3 дня я решаю все эти задачи. Я помню, что я еле-еле успела, то есть я тратила на это, мне кажется, полный рабочий день все эти 3 дня. И если легкие задачи как-то я решала, в принципе, довольно быстро, то средние и сложные мне реально приходилось сидеть на форумах. Да, допустим, такие сложные задачи, мне кажется, я вообще никогда в своей работе не решала до этого. Но, по крайней мере, через 3 дня я чувствовала себя намного более уверенно. Я вспомнила синтаксис, я решила эти задачи, решила их сама, понятно, с подсказками, там, гугля различные формулы, сидя на Stack Overflow, ища какие-то типовые вопросы и ответы на них. Но я чувствовала себя намного более уверенно. Я пришла на это техническое интервью, и да, это было полный час интервью по SQL. Я помню, что там было 5 задач. И вместе со мной сидел мой интервьюер, который... У нас был расшаренный экран, я помню. Он мне давал задачу, я печатала ответ, и потом мы этот ответ мой обсуждали. И я помню, что первые 3 задачи я решила без проблем. Потом на 4-й я споткнулась, потому что я не знала какой-то формулы, но интервьюер, я начала обсуждать, я начала рассказывать свой ход мысли. Интервьюер мне сказал, что правильно, и я сказала, что я не помню как конкретную формулу, которую здесь стоило бы применить, и он мне ее подсказал, и всю остальную задачу я решила. И 5-ю задачу я помню, что я решила где-то до середины, потому что мне нужно было время подумать, она была действительно сложная, и просто пока я думала, кончилось время нашего интервью. Но я помню, что после интервью мне интервьюер сразу сказал, что это интервью я прошла, и он мне сказал, что не все, если честно, вообще доходят до этой 5-й задачи. Я помню, что я такая была напряженная, я думала, я решила только 3 задачи, 4-ю решила с подсказкой, это максимум полбалла, 5-ю я вообще не решила, и прочее. Оказалось, что этого достаточно. И да, он мне сказал, что со мной свяжется HR и назначит мне, соответственно, следующее собеседование. Я помню, что я была безумно счастлива.
И при этом примерно в этот же момент со мной связался Amazon, вот как раз тот мужчина, который сказал, что он может отнести мое резюме менеджеру. Со мной связался Amazon, сказал, что да, мое резюме очень понравилось менеджеру, он лично во мне заинтересован, и поэтому они готовы отправить меня сразу на то, что они называют phone screen. Это первое интервью на час с одним интервьюером, и в Амазоне это всегда поведенческое интервью. И я помню, что я опять начала очень сильно переживать, опять мне его назначили через несколько дней, буквально у меня времени, все было впритык в тот момент. Сейчас не так, тогда просто был безумный рынок. Люди нужны были прямо здесь и сейчас. Нет, причем я помню, что другие компании нанимали довольно медленно. Были компании, которые нанимали медленно. Например, девушка из Боинга предлагала мне рефералы, я подавалась на какие-то позиции, и она мне сказала, вообще в Боинге все очень медленно решается, не рассчитывай, что тебе ответят быстрее, чем за полгода. Ну, то есть не то, что они мне ответят прям первый раз за полгода, а вот весь процесс найма займет не меньше полугода, и это нормальная практика для Боинга. И я помню, я тогда немножко ужаснулась, поняла, что, времени у нас, конечно, поменьше, я, конечно, могу пойти в Starbucks поработать полгодика, но, наверное, мне хотелось бы что-то быстрее. Ну и плюс, да, уже были какие-то зачаточные разговоры, вот с Рейбимом я прошла первое интервью, и Amazon мне готов был назначить первое интервью. И я помню, что я написала в компанию Upwardly Global в панике о том, что у меня назначено мое первое интервью, и я не чувствую себя подготовленной, я только прошла курс. Не могли бы они мне как-то помочь с этим? И я помню, что ответили мне буквально в течение нескольких часов, ответили с огромными поздравлениями, они всегда очень радуются, когда их клиенты когда находят работу, понятно, но и когда они получают интервью, это очень большой шаг, это большой прогресс и так далее. Я помню, что они меня поздравляли и написали, что, конечно, моя ментор готова провести со мной пробное интервью на следующий же день. И я помню, я была в шоке просто от того, что люди бесплатно готовы такое делать. Они готовы на следующий же день назначить со мной пробное интервью, потому что у меня есть интервью, к которому нужно готовиться. И я помню, что я прошла пробное интервью. Это было безумно полезно, потому что у меня были прописаны вот эти примеры, ответы на основные вопросы, но никто никогда мне не давал какую-то обратную связь на них. И это было первый раз, когда... Мне кажется, моя ментор задала мне около 5 вопросов, я на них ответила, а после этого она прям подробно каждый мой ответ обсуждала, что было хорошо, что было плохо и так далее. И это безумно полезно. Я, честно, всем советую, у кого есть возможность сделать пробное интервью. Я знаю, что на самом деле многие люди, я, допустим, тоже с удовольствием провожу с людьми пробное интервью, потому что я знаю, как интервьюировать. Я интервьюирую в Амазоне как сотрудник. И я знаю, что когда вы проходите интервью с компаниями, они крайне редко вам будут давать какой-то фидбэк. А если они и будут давать вам какой-то фидбэк, это будет буквально максимально пространный фидбэк. Максимум они скажут вам направление, в котором, допустим, им что-то понравилось или не понравилось. А детального фидбэка вам никто давать не будет. И сделано это не только потому, что им лень это делать, или они не хотят это делать по какой-то причине. Это может навредить их имиджу. Если, допустим, они вам скажут что-то, то может быть использовано против них, или как-то интерпретировано неправильно, их могут засудить. И поэтому они будут максимально воздерживаться от того, чтобы давать вам какую-то обратную связь. А здесь живой человек, не заинтересованный, может вам сказать свое честное мнение, указать вам на ваши ошибки, но при этом еще и указать вам на ваши сильные стороны, потому что мы не всегда понимаем, в чем мы сильны, в чем нет. И, собственно, да, я прошла это пробное интервью. Через несколько дней у меня было мое первое интервью в Амазоне, которое я успешно прошла. Была безумно этому рада.
И тут, значит, мне кажется, где-то через неделю мне назначили то, что называется панельное интервью сначала в Рейбиме. Панельное интервью — это когда в один день вас интервьюируют несколько интервьюеров. В Рейбиме, как и, мне кажется, в большинстве таких среднего размера компаний, это было 3 часа интервью. То есть у меня было 3 интервьюера. В Амазоне и во всех больших компаниях это 5-6 интервью. 6 обычно, если это техническая должность, там есть отдельное техническое интервью. А если это не техническая должность, у меня была не техническая, потому что я подавалась на финансового аналитика, на старшего финансового аналитика. У меня было 5 интервью, но это изматывающая, я вам так скажу, процедура. То есть, по сути, у вас 5 часов интервью, у вас будет перерыв на обед, и, по сути, допустим, на каждом интервью вам задают по 2-3 вопроса, то есть 2-3 вопроса на 5 интервью, это получается 10-15 вопросов, вам нужно иметь новые примеры на каждый из этих вопросов. А желательно вам иметь примеров больше, потому что не каждый пример подойдет на вопросы, которые вам зададут. Повторяться можно, но нежелательно. Я знаю, что Amazon, если вы один пример повторили дважды, особенно если его как-нибудь преподнесли по-разному под разные вопросы, которые вам задавали, это окей. Но если интервьюеры после этого заметят, что вы рассказывали там одни и те же, я не знаю, там 4-5 примеров всем подряд, это будет красный флаг. Поэтому я помню, что да, сколько у меня было, наверное, 2 недели, я сидела и с утра до вечера писала эти примеры. И я знаю, что это занимает время, действительно очень сложно. Это вам приходится прорабатывать просто весь опыт работы, вспоминать все, что случалось с вами в профессиональной карьере, но это можно сделать. И опять же, спасибо огромное моей менторше из Upwardly Global. Она соглашалась со мной проводить интервью пробное перед каждым моим интервью. В смысле, не перед каждым интервью внутри панельного, потому что там просто перерывов нет, а вот перед каждым панельным интервью у меня было пробное с ней интервью. И это было тоже очень полезно, потому что, во-первых, мы разбирали больше примеров, те, которые мы не разобрали, допустим, с ней в прошлый раз, и плюс там каждый день мы приходим со свежей головой, она могла мне дать какой-то фидбэк, который она забыла до этого. Или я изменила что-то, рассказала ей заново, она могла дать новый фидбэк по поводу этого. Таким образом, я прошла эти 2 панельных интервью. В Рейбиме, на самом деле, оно было легкое с точки зрения поведенческих вопросов, потому что из этих 3 часов 1,5 часа были, опять же, техническими. То есть было еще 1 час SQL, и еще половина интервью была на Python по-русски. Но там уже не нужно было писать код, там нужно было рассказать про проект, который я писала на Python. Поэтому, соответственно, оставалось всего 1,5 часа на поведенческие вопросы, и там у меня проблем не возникло, то есть у меня было достаточно примеров. Но когда я пришла в Amazon, вот эти 5 часов, и интервью были только поведенческие. Там было интервью, на которых мне задавали вопросы по финансам, это называется functional skills. Но это буквально, мне кажется, 2, наверное, из 5 интервью, и вот на этих 2 интервью это было 1 из 3 вопросов. То есть в основном вопросы были все-таки поведенческие. И там, если после первых 3 интервью я вообще была в такой эйфории, мне казалось, что я очень хорошо отвечала, мне казалось, что интервьюеры были положены очень позитивно ко мне, что я им нравилась. И я пошла на обед вообще в таком прекрасном расположении духа, но потом я вернулась с обеда, у меня оставалось 4-5 интервью, и тут я поняла, что мои примеры заканчиваются. То есть у меня было огромное количество примеров. Мне кажется, что у меня было за 30 примеров. Но все равно я понимала, что не все из них идеальные. И когда мне задают вопрос, я понимаю, что у меня есть хороший пример на этот вопрос, но я его уже рассказала на другой вопрос. И оставшийся пример, он... не очень. И я помню, что я какому-то из интервьюеров я говорила вот именно такими словами, что я рассказала уже хороший пример, у меня остался плохой, но я не хочу повторяться, поэтому я расскажу вам вот этот.
оставшийся, который не очень хороший. Вот, и я помню, что по истечении 5 интервью я уже не так оптимистично была настроена, я была абсолютно не уверена, что мне дадут работу. И потом были, наверное, где-то около недели томительного ожидания. Но позитивный момент был в том, что перед тем, как я проходила панельное интервью в Амазоне, за несколько дней до этого мне дали оффер в Райбиме на должность middle level, среднего уровня аналитика данных. И то есть у меня была бумажка, у меня была прописанная зарплата. Зарплата была выше, чем я вообще ожидала от своей первой работы. Я была очень рада, но мне нужно было дать им ответ в течение недели, и я понимала, что в Амазоне я хоть и собеседуюсь на финансовую должность, куда я не хотела бы идти, но, во-первых, это должность старшего финансового аналитика, то есть это уровнем выше должность. Во-вторых, это Amazon. И я не знала, меня разрывало. То есть, с одной стороны, я хочу быть аналитиком данных, с другой стороны, я хочу работать в большой компании, если мне это предложат. Я никогда, кстати, не работала в большой компании. Мне было интересно, но в то же время боязно. И плюс это старшая должность, плюс я понимала, что, допустим, работая в этих больших компаниях, можно легко уйти на другую должность. Вот, допустим, что я и сделала этим летом, я сейчас старший продуктовый аналитик, я ушла из финансов, как и хотела, и занимаюсь довольно много аналитикой данных сейчас. Но идея была в том, что у меня уже был оффер на руках, мне нужно было ответить им что-то в течение недели. И я помню, что я написала в Amazon еще перед моим панельным интервью, что вот у меня есть там до такого-то числа, точнее, у меня есть оффер, и вот до такого-то числа мне нужно на них ответить. И я помню, что HR прям очень понимающе к этому отнеслась. И она такая: да, мы сделаем все от нас возможное, чтобы дать тебе ответ до этого числа. И они дали мне ответ. Я помню, что прям в самом вечером этого дня они мне написали, что они готовы мне дать оффер. Они написали, что бумага с оффером еще не готова, она будет там на следующий день, но они готовы дать мне оффер. Я помню, что тогда я сомневалась, но на самом деле я отказалась от должности в Райбиме еще до того, как я увидела свой настоящий амазоновский оффер, потому что я подумала, что нет, я все-таки хочу в Amazon. И да, опять же, они прислали мне оффер, зарплата была выше, чем в Райбиме, естественно, потому что это была должность уровнем выше, и компания рангом выше. Я была в шоке. Мне действительно очень повезло, что я сразу же получила хорошую должность с хорошей зарплатой, после переезда. И когда я переезжала, я отдавала себе отчет, что это большая редкость. Я не ожидала, что такое получится. То есть наше ожидание, когда мы переезжали, было, что полгода минимум мы будем здесь страдать на каких-то, скорее всего, малооплачиваемых работах не по специальности, пока мы будем искать работу по специальности. Но вот так подфартило. Это было стечение обстоятельств, очень хороший рынок, плюс то, что нам действительно давали отличные советы. Кстати, да, я еще разговаривала с компанией, которая продает одежду. Зулили. Но они со мной связались уже, когда я проходила интервью в Амазоне. Я помню, что я прошла первое интервью у них, и потом они хотели мне назначить еще тоже панельное, но у меня уже был оффер от Амазона на руках, и я поняла, что нет, я устала, я не хочу больше продолжать, я хочу идти в Амазон. И я помню, что я просто не пошла на их панельное интервью, я отказалась, написала, что извините, но у меня есть оффер от Амазона. И была еще одна компания, куда меня рефернули, которая тоже со мной связалась, но уже после того, как у меня был оффер от Амазона, соответственно, с ними я тоже не разговаривала. Ну вот какая-то примерно такая история, и мне кажется, что я могу сказать людям на основании своей собственной истории. Это то, что очень важно просить советов. Не бойтесь просить советов, особенно когда вы новичок. Вы, скорее всего, очень многого не знаете. Но люди, которые здесь, они могут дать вам
релевантные советы и конкретные действия, чтобы прийти к успеху. И они помогут вам избежать каких-то бесполезных действий, которые вы можете делать на основании своего опыта в другом месте, которые были бы полезны в другом месте, но не полезны здесь. На этом я, наверное, сегодня закончу. Я буду рада ответить на любые вопросы, которые у вас могут появиться. Я знаю, что история длинная. Я буду рада снять дополнительное видео, если вопросов будет много и будет о чем поговорить. Я очень рада с вами общаться. Подписывайтесь, если вам понравилась моя история. Здесь будет больше подобного контента, и не только мои истории. Все связанное с жизнью и работой в Америке я с удовольствием готова обсуждать на этом канале. Поэтому оставайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы получать уведомления от новых видео. Мой канал новый, я бы очень хотела, чтобы его увидело как можно больше людей. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.